Недавно в нашем городе открылся автомобильный городок. На самом деле это идея еще из Советского Союза. Потому что раньше, когда я была еще девочкой, я помню этот парк. Здесь ходил детский транспорт. Дети ждали на остановках, пока придет автобус и можно будет поехать покататься. Здесь были специально обученные инструкторы, которые рассказывали детям о том, какие правила дорожного движения они должны знать, как называются знаки и как нужно себя вести на дороге. Сейчас наш новый мэр Клычко возобновил, провел реконструкцию этого парка, и теперь здесь снова играют дети, и здесь снова весело проводить время. Я думаю, это отличная идея. Вот так выглядит автомобильный детский городок. При входе автомобильная клумба, и маленькие водители объезжают ее по всем правилам дорожного движения. Родители прогуливаются по тротуарам. Эй, по тротуарам! Кто это выехал на встречную полосу? Осторожно! С моста съезжает экскаватор. Поберегись! Здесь есть настоящий мост и тоннель, и водители заезжают и выезжают из него тоже по правилам дорожного движения. Малыш, нельзя проезжать через пешеходный переход без остановки. Везде расставлены дорожные знаки, которые вечером превращаются в фонари. Посреди парка установили светящийся фонтан, и все лето дети купались в нем. А ты знаешь дорожные знаки? Пешеходный переход, движение прямо. Вот этот знак называется «Главная дорога». Этот знак – автобусная остановка. Это подъем. О, круговое движение. Движение прямо или направо. А этот знак – переезд со шлагбаумом. Этот знак называется тоннель. Двустороннее движение.